Привет, Арми. Это видео может оказаться короче, чем я ожидала, но, заметив несколько моментов во время прямой трансляции BTS после групповой тренировки, я не могла удержаться и поделилась кое-чем довольно интересным. Вначале, когда Тэхён встал, чтобы отрегулировать освещение, потому что он и Чингук посчитали, что белый стол влияет на контраст камеры, Чингук все это время наблюдал за ним. Он был очень сосредоточен на том, что делал Тэхён, когда тот подошел, и продолжал наблюдать за ним, пока тот регулировал свет. В какой-то момент, когда Чингук посмотрел на него издалека, Джин внезапно расхохотался без видимой причины, и в конце концов, они оба расхохотились вместе. Джин даже сделал вид, что бьет его, потому что не знал, что еще делать. Позже, когда Намджун рассказывал о том, как прошел его экзамен по вождению, и Чингук выразил сомнения по поводу того, как он припарковал машину, Тэхён очень внимательно наблюдал за ним со своего места. Еще до того, как Чингук закончил свой вопрос, взгляд Тэхёна оставался прикован к нему, ясно показывая, что все его внимание было сосредоточено исключительно на Чингуке. И я хочу подчеркнуть, что, несмотря на довольно короткую прямую трансляцию, Тэхён, казалось, очень хотел уйти. Это важно отметить, потому что меня действительно поразило то, как Чингук настаивал на том, чтобы оставаться частью их плана, словно он не хотел оставаться в стороне ни на минуту. В любом случае, когда Тэхён начал танцевать под хореографию Viability Proof PT2, и остальные без единого слова присоединились, это был прекрасный момент. Чингук наблюдал за ним с самого начала танца, и было ясно, что он точно знал, когда нужно присоединиться. Синхронность между ними была одной из самых прекрасных вещей, потому что было очевидно, что их улыбки были искренними, и они действительно наслаждались моментом вместе. То, как Чингук пристально смотрел на него, а затем присоединился в нужный момент, было деталью, которую невозможно было игнорировать. Более того, было очень мило наблюдать, как Тэхён, казалось, совершенно не замечал взгляда Чингука, уже устремленного на него. Это было очевидно при каждой возможности во время прямой трансляции. Еще один интересный момент произошел, когда Хобби спросил, хорошо ли выглядит его наряд, и одновременно обнял Тэхёна, чтобы показать рубашку Сырлин, которую он носил. Даже до этого Чингук заметил сцену, когда Хобби указал на рубашку, и даже немного изменил положение, чтобы лучше ее рассмотреть. Сначала Чингук посмеялся над тем, как Джин обнял Тэхёна, чтобы показать вещь. Но его выражение лица внезапно изменилось, когда Джин обнял его немного дольше, чем ожидалось, и сумел показать то, что хотел. В этот момент Чингук посмотрел на него со странным выражением лица, затем повернул лицо прямо к Хобби, ничего не говоря и никак не реагируя, как будто пытаясь разрядить обстановку, хотя полностью скрыть изменение выражения лица ему не удалось. Каждый может интерпретировать этот момент по-своему, но он показался ему странным. Именно поэтому я хотела упомянуть об этом со своей точки зрения, потому что этот жест было трудно игнорировать. На самом деле, когда Тэхён начал объяснять, что Джин всегда дарит ему подарки, он упомянул, что любит использовать подарки Джина в качестве спортивной одежды, чтобы сделать их более полезными. Объясняя это, Тэхён помассировал плечи Джина и выглядел явно благодарным ему. В разгар всего этого Тэхён мельком взглянул на Чингука, который с самого начала смотрел на него со все более странным выражением лица. Чингук стиснул зубы и скрестил руки на груди, ведя себя необычным образом. Он молчал, сохраняя трудно скрываемое выражение лица, пока Тэхён говорил о подарках Джина. Хотя я не могу с уверенностью сказать, была ли это форма ревности, которую он в конце концов смог подавить, для меня все же было важно это подчеркнуть. Потому что было довольно забавно наблюдать за его реакцией, когда он на мгновение отрицал происходящее, но не смог этого избежать. Затем, просто чтобы что-то сказать во время прямой трансляции, Тэхён упомянул, что прошлой весной они внезапно, без особых раздумий, начали прямую трансляцию. Все слушали очень внимательно, словно ожидая, что он скажет что-то важное, но в конце концов он завершил свой рассказ словами, что у всех все хорошо. Это всех рассмешило, потому что на самом деле ничего важного он не сказал, это больше походило на шутку, чтобы рассмешить их, чем на интересную информацию для фанатов. Самым лучшим моментом было то, как Чингук перестал ерзать и вытянул шею, чтобы уделить Тэхёну все свое внимание. Затем он разразился смехом, словно это было настолько мило, что он не мог сдержаться. Его выражение лица ясно показывало, что ему нравилось, как Тэхён, не говоря ничего важного, все равно мог рассмешить всех, и было очевидно, что Чингук не мог притвориться счастливым, когда несколько слов от Тэхёна приносили ему радость. Но было одно, что я совершенно не могла игнорировать – то, как Тэхён смотрел на Чингука через камеру. В
какой-то момент Чингук заметила этот взгляд, словно они встречались на расстоянии. Затем Чингук отвел взгляд, возможно, понимая, что это будет слишком очевидно на камеру. Никто не смог убедить меня, что это не по-настоящему, потому что естественный, прекрасный взгляд Тэхёна, постоянно ищущего Чингука, невозможно было подделать, особенно когда это происходило почти на протяжении всей прямой трансляции. Когда Чимин упомянул, что Тэхёну скоро нужно уйти, и поэтому прямая трансляция закончилась, он не стал вдаваться в подробности о том, куда направляется. Скорее всего, это как-то связано с днем рождения Пак Саджуна, и Тэхён собирался встретиться с Угой, чтобы отпраздновать. Однако Тэхён, похоже, не возражал против этого и небрежно сказал, что собирается поесть суши и скоро вернется. Пока Тэхён объяснял, куда он идет, кто-то на заднем плане очень внимательно наблюдал за ним, словно не до конца понимая, почему он так спешит. Когда Намджун подошел к Тэхёну, чтобы сказать, что он был очень честен, объясняя цель, Чингук внезапно прервал его и спросил, откуда взялись суши, пристально глядя на него, пока Тэхён собирался уходить. Хотя Намджун попросил Тэхёна купить суши и для него, Чингук воспользовался случаем и тоже попросил. Когда Тэхён попытался уйти, Чингук продолжал смотреть на него, напоминая, чтобы тот не забыл купить ему суши. В этот момент Чимин схватил Тэхёна за руку, чтобы остановить его, и они случайно столкнулись спиной с Чингуком. Хотя Чингук уже заказал себе суши, его лицо оставалось серьезным, он не пытался это скрыть. Тэхён выслушал все просьбы и, уходя, сказал, что это не проблема, и что он купит суши для всех, хотя уже слышал, что Чингук тоже этого хочет. По какой-то причине, после легкого толчка и отворачивания, Чингук оглянулся издалека, чтобы убедиться, что Тэхён его услышал, и снова попросил его купить суши. На этот раз Тэхён ответил более прямо и лично, сказав, что он купит их для них. Этот ответ, уже не общий, а адресованный только ему, наконец-то заставил Чингука улыбнуться. Интересно, что к тому моменту, когда Хобби начал читать комментарии и прощаться с фанатами, поскольку Тэхёну пришлось уйти, и прямая трансляция закончилась, тема суши полностью затихла. Никто больше не упоминал о ней, даже Намджун, который, казалось, раньше хотел ее попробовать. Тем не менее, Чингук не мог отпустить эту мысль. Он молчал, пока остальные прощались, а затем внезапно повернулся к Тэхёну, чтобы еще раз спросить, собираются ли они есть суши. Хотя эта тема больше никого не волновала, Чингуку нужно было убедиться, что его не исключат из плана и что Тэхён принесет ему суши из того места, куда он спешил, словно ему нужно было, чтобы Тэхён исполнил его желание. Я не могла не подумать, что дистанция, которую они поддерживали, не мешала многим вещам продолжаться в тишине. Это в очередной раз убедило меня в том, что они защищают что-то важное для себя, как и в других случаях, когда чувствовали, что кто-то начинает вмешиваться в их отношения и взаимодействие. Такое отношение я действительно оценила, потому что напряжение, ощущавшееся во время прямой трансляции, говорило гораздо больше, чем любые слова.